Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что скоро произойдет. Поворот событий до конца апреля. Что ждет вас? Что прояснится? И правда, этот период для вас может быть очень значимым и даже знаковым, потому что 26 апреля планета Уран выходит из вашего знака Зодиака и переходит в Близнецы. И это с переходом Ураном вы можете уже сейчас где-то чувствовать. Вы могли чувствовать интуитивно, что что-то вот-вот изменится. И вот такие предчувствия, они могли вас сопровождать буквально с конца марта. И где-то первая половина апреля. Но, может быть, месяц у нас словно, особенно для вас, делится условно на две части. Энергии второй половины, они совершенно не такие, как в первой половине. И это, знаете, вот хочется сказать, это не есть уже зал ожидания. Это лаборатория жизни, где вы сами и исследователь, и сами себе экзаменатор, мои дорогие. И ключевой момент – это не спонтанный именно выбор, поэтому может быть такая история, которая может касаться той или иной сферы жизни, когда вот первая половина апреля что-то у вас не развивалось, но вы будете задавать себе вопрос, наверное, основное – и одно, например, дело, когда была ваша вовлеченность или какой-то интерес, а другое совершенно – это сотрудничество. Давайте достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Мы не задаем вопросов картам, а позволим им, как потоковую информацию, раскрыть перед нами именно что вот знаковое, с чем это будет связано. На второй колоде Таро дополним значение выпавших карт. И, конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И первая карта, что же там произойдет? Вторая половина апреля. До конца апреля. Что произойдет? Вторая. Что или кто появится неожиданно, это сами по себе и неожиданности, неожиданное, может быть, известие, принятие вами решений. Но это может быть связано и с людьми точно так же. К чему тельцам приготовиться или к чему все идет до конца апреля? Как изменится ваша жизнь? Какой поворот событий вас ожидает или в какой сфере? Что будет меняться? Что будет продолжено на май месяц? И вот эта лаборатория жизни, эти энергии, они будут продолжены еще в мае. Достанем карту совет, который откроем в самом конце. Посмотрим, что нам подскажут карты именно для вас. Итак, первый знак судьбы. Первый знак, который будет оказывать влияние на вашу жизнь до конца апреля. Рыцарь жезлов. По этой карте это тот человек, который готов к неожиданностям. И надо сказать, будь готов вообще, телец, к неожиданностям. Значит, все то, что я говорила еще до карт, да, имеется в виду вот первая половина апреля, это не есть завершение апреля. Это были предчувствия или ваше понимание, например, по какому-то вопросу. Может быть, у кого-то это проигрывается, все же жезл, это касается дела, работы, бизнес. А для вас с переходом Урана в знак Близнецы, он перемещается, Уран, во второй дом гороскопа, вашего гороскопа. Это тот дом, который отвечает за финансы. Поэтому на всякий случай как будто приготовиться призывает нас карта, но с чем это связано? Это могут быть как получение информации, какая-то неожиданная новость. Это может быть связано с конкретным человеком, который тоже как-то неожиданно изменит свои планы. Вот я такого не исключаю, но для вас, посмотрите, это карта стабильности, праздник после победы. Это у нас колода 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Здесь у нас открытые врата, более того, будьте готовы действительно не просто даже к неожиданностям, а к неожиданной информации. Здесь нам показан, может быть, или старинный храм, или, может быть, это какое-то здание такое, да, но все же оно напоминает, какую-то прежнюю историю или древность, да, то, что нам известно. Но, может быть, это иногда карта свидетельствует о том, что мы именно должны куда-то поехать, потому что так складываются события, складываются обстоятельства. Может быть, поехать туда, где мы были прежде, да, то есть есть элемент, который как бы новизна идет, но она связана так или иначе с какой-то прежней историей, и вылетают именно птицы. Поэтому для кого-то из вас
напрямую, раз у нас еще и 4 жезлов вдобавок, это будет касаться именно личной какой-то истории. Все в сборе, нам говорят, дверь, да, закрыта, но те, кто нужен, они все вместе находятся. Может быть, это вы будете как раз и анализировать, кто вам дал обещание и не сдержал, кому вы написали, а вам не ответили. Ваш собственный распорядок дня, где-то вы будете корректировать, приготовьтесь к этому, потому что по-другому как будто не пойдет. Вторая половина апреля может быть связана с тем, что вам и приходится даже, да, планы были у вас одни, а здесь их придется перекраивать. Будьте к этому готовы тоже. Второй знак судьбы – умеренность. Это уже идет у нас старший аркан, который говорит, есть какое-то дело, задумка, который быстро не решишь. Вот дверь как будто не откроется, пока вода не нальется в кувшины. Что это? А ведь и правда для кого-то из вас, так или иначе, ну, может быть, как в новом амплуа, конкретный человек. Может быть, 2 старших аркана, которые как один знак судьбы. Умеренность соединяется с арканом влюбленная. Я тут буду думать, ну, могу предположить, что даже, все же это всегда карта выбора. Телец оказывается на выборе, но очень сложном выборе. Когда, вот знаете, уйти нельзя остаться. Где запятую, называется, будем ставить, да? И вы будете раздумывать, уйти или остаться. Согласиться или отказаться. Быть вместе или уже порознь. Но карта будет говорить, что сепарация – это только иллюзия. Поэтому у вас будет продолжаться какая-то еще, как минимум до конца апреля, история. А кто знает, может быть, и даже дальше. До конца 2026 года у нас интересная конфигурация, да. Я имею в виду планетарная. Уран уже в Близнецах с 26 апреля. Но Сатурн, владыка времени, как Кронос, он сейчас и до конца, ну почти до конца июля находится, хоть он в прямом, директном движении, но те же самые градусы, которые были прежде, когда у нас, может быть, конец еще 2025 года, сложились какие-то обстоятельства или конкретные люди. А далее, уже начиная с конца июля и до 11 декабря, считайте до конца года, это будет ретро-движение Сатурна. Опять же какая-то прежняя история. Я тут вижу, что, тем не менее, есть для вас какой-то выбор. Может быть, он будет связан, потому что 2 старших аркана. Он будет связан с тем, что вы куда-то собирались переезжать. Или вы собирались, имели намерение что-то осуществить. И, может быть, этих намерений много было. Но за один момент, в один присест, как говорят, да, это все не решишь. А вы вот так вот планомерно, именно планомерно, потому что аркан умеренность, будете доводить до ума то, о чем вы думали или мечтали прежде. И для этого вам придется договариваться, рассматривать альтернативные варианты. Потому что вот это желание свободы, оно, наверное, будет самым основным или, как знаете, путеводитель для вас. Может быть, это где-то финансовая будет история. Все же 4 жезлов обозначает стабильность. Телец идет к стабильности, но не путем потери себя самого и собственных планов, а именно выстраиванием правильных отношений. Вот если мы говорим о людях, которые не просто вас вовлекают, заинтересовывают или сами имеют к вам интерес, а со стороны целесообразности, в чем вы захотите участвовать. И у каждого в своей сфере жизни. 3-й знак судьбы. Будьте готовы к тому, что вы что-то узнаете, услышите, правда. У вас 2 карты, которые, ну вот так, это вот внезапные какие-то события и неожиданности. Рыцарь жезлов, мы уже с вами сказали, будь готов, да? Когда даже какая-то история для вас, которая может быть прежде как уравнение с множеством неизвестных, здесь может начать развиваться, или вы получите сведения. Может быть, еще какое-то сведение, либо есть взаимосвязь вот между 2 этими неожиданными сообщениями или появлением человека, или какими-то предложениями. А может быть, это 2 разрозненных, ну, сами по себе какие-то 2 ситуации, 2 истории, 2 какие-то темы.
По двойке жезлов наша девушка телепортируется, как бы дверь закрыта, но только не для вас. Но это предполагает альтернативный метод, или когда вы будете поступать совершенно не так, как поступили бы прежде. И это будет для вас побудительный мотив. Приготовьтесь, в конце апреля вы узнаете что-то такое, что вас как из оцепенения выведет. Или от той ситуации, когда вот как раз ничего не менялось. С чем это связано? Ну, прямо как по закону кармы. Иногда мы трактуем эту карту как карма, правосудие. Когда, возможно, вам придется обращаться в инстанции, скажем так, в целом. Будь то это чиновники, будь то это какие-то инстанции, конторы, может быть, и юристы, адвокаты. Когда вам нужно вот что-то сделать правильно по закону. Может быть, у вас и будет контактное лицо, с которыми вы будете, ну, как наводить мосты. И если бы прежде, может быть, вы бы основывались больше на эмоциональном своем фоне, а здесь вы будете основываться на законах. Или когда вот этот рационализм, он как-то проиграется до конца апреля для вас в особом ключе. Вас это может даже несколько удивить. Я могу предположить даже, что вам, возможно, захочется от чего-то отказаться. И я предполагаю, что для кого-то возврат какой-то прежней ситуации, когда вы что-то не могли осуществить. Но именно так будут складываться внешние события, обстоятельства или перемены в жизни других людей, может быть, и ваших близких людей. Что вот этот закон кармы для вас как подсвечивает что-то очень важное. Может быть, для кого-то из вас эта ситуация будет связана с деньгами. Но если мы так планетарно уже берем, да? И планетарно я могу сказать даже по гороскопу, астрологически. Здесь для вас такое своего рода освобождение может наступать конец апреля-мая. Когда, к примеру, было много трат. Или вы кому-то помогали. Но, может быть, это как дети обретают уже самостоятельность, идут работать, может быть, взрослые, да? Заканчивается какой-то период. Может быть, и вы как подводите какой-то итог. Все-таки карта кармы, если мы говорим, это всегда причина и следствие. Или любой иной вопрос, когда именно на освобождение. Но подтолкнуть к какому-то альтернативному, это факт, решению вас именно может ситуация внешняя или то, что вы услышите. Так а что же произойдет? Давайте узнаем на колоде Таро. Что произойдет и удивит тельца. Во, как волшебно. Две самые замечательные карты «Праздник после победы». Причем в разных колодах, в одном раскладе. В моем раскладе, если повторяется, то это акцент на что пытаются обратить внимание карты именно вас. Вопросы личной жизни, вопросы дома, вопросы стабильности. Да, финансовые в том числе. Может быть, это для кого-то из вас. Это я не исключаю. Это может быть приятные вести, конечно. По этой карте чего-то и раньше не могли осуществить, а тут вроде как возможность появляется. Будьте внимательны. Тут будет именно что-то в вашей личной жизни происходить. Или то, что касается ваших близких, родных, прежнего окружения или вопросы дома. Что или кто появится неожиданно, что внезапно для тельца? Деньги. Или это, знаете, как другое отношение к деньгам. У вас был долгий период, 7-летний, когда вы находились, может быть, какой-то период и были даже уверены, что вот оно должно быть именно так, потому что всегда так было. Сломался какой-то шаблон, и многие из вас испытали вообще очень глубокую трансформацию. Здесь теперь, это знаете, как подготовка к тому, что вы именно финансы должны по-другому изменить отношение к ним. Вам финансы должны приносить свободу, защищенность определенную. Это не предполагает, что мы все там до потери пульса буквально сохраняем. Нет. Нужно понимать, что удерживать, а что отпускать. Ведь это всегда карта шанса. Но это карта туз пентаклей, да? Один как будто пентакль. Это начало. И поэтому что вас удивить? Удивить вас может, помимо, если мы говорим пентакль, да? Но это еще иногда карта олицетворяет бумагу.
или какой-то документ, или услышанную новость. Вот здесь вас что-то может удивить, и для вас это во благо именно по финансам. Рассмотрите, мои дорогие тельцы, какой-то вариант финансовый. Не упустите, потому что это как то начало, может быть, это какой-то проект или возможность найти работу по душе. Может быть, себя придется перестроить и еще и что-то изучить, я тоже не исключаю. Возможно, придется соглашаться на какой-то компромисс. Я этого тоже, по крайней мере, до конца апреля не исключаю тоже. Это вас может как и удивить, но если мы говорим, кто появится неожиданно, у вас дни рождения, мои дорогие, до конца апреля, ну и в мае тоже. Поэтому это может быть приход денег в виде подарка, какого-то бонуса. Вот это тоже может удивить. Может быть размер или как какой-то гонорар, который задерживался, да, по разным причинам. Финансовые возможности, мои дорогие, пусть вас удивляют и дальше. Очень две такие добрые карты о стабильности и одновременно о возможностях. К чему приготовиться Тельцу до конца апреля? Какой поворот событий вас ожидает? Ого! Императрица. Энергетика, кстати, очень похожа на вас. Императрица – это та, которая умеет заботиться. Это та, которая умеет любить. Это та, которая умеет и деньги зарабатывать тоже, потому что любой проект она именно может реализовать в реальной земной жизни. И проектов у вас будет очень много. Но для кого-то из вас ведь это статусная карта. Изменение вашего статуса, мои дорогие. Вот к чему приготовиться. Или что идет в вашу жизнь, да, какой поворот событий. Смена статуса у кого-то может проиграться через личную жизнь. У кого-то это может проиграться через работу и даже финансы. Шикарный триплет, правда? Мне нравится, я думаю, вам тоже. Но ведь эта карта дает сразу совет. Надейся на самого себя. Давайте узнаем, как изменится ваша жизнь, хотя нам уже сказали. Но вот именно как она будет меняться до конца апреля. Здесь может прозвучать какое-то предложение. Предложение, которое может касаться, кстати, еще один старший аркан. Предложение, которое может касаться как работы, так и личной жизни. И мы будем реалистами, всегда об этом говорю. Вот есть какое-то рациональное зерно, из-за которого вы, может быть, и сочтете согласиться на что-то. Или для себя рассматривать новый проект, потому что вы видите в этом целесообразность. Но тогда будьте готовы, как изменится ваша жизнь по Луне. Это не за один день, это не за один месяц. По Луне это всегда, знаете, вот как сумерки какие-то. И значит, карта говорит, мы ведь спросили, как изменится, да? Где тут мы спрашивали, какой поворот. Здесь не есть что-то очень быстро, молниеносно. Но, может быть, иногда Луна как раз и обозначает дом, семью, взаимоотношения, чувства, а особенно с арканом императрицы. Да, тут по части неожиданности императрица и Луна для кого-то из вас, мои дорогие любимые девочки, кому это соответствует по поставленным целям и возможностям, я жду ребенка. И я точно так же, кстати, не исключаю для кого-то из вас желание ребенка, мои дорогие. И, может быть, есть какие-то, вопросы, сложности, есть определенные диагнозы у кого-то, состояние здоровья. А может быть, да я такое тоже допускаю. Это даже возраст. Все-таки хочется сказать, да, поскольку две такие карты рядом именно выпали, да на такие вопросы. Тут как что-то изменится, поворот судьбы, то возможность ЭКО, например, да? Если вы хотите иметь детей. Вот именно вопросы пары, для кого это очень актуально. И деторождение здесь для кого-то из вас могут проиграться просто волшебно. Но для мужчин это может быть точно так же, если мы спросили, к чему приготовиться, к чему все идет или поворот событий. Важная женщина в вашей жизни, и может быть это взаимодействие именно с ней. Та, которая очень ресурсная. Может быть, это ваша мама, у кого-то это ваша любимая женщина. Возможно, это вы вместе будете строить планы на последующий период. Но это когда мы понимаем, что да, этот человек очень важен. Но вот это сочетание Луна и Императрица, что говорить, лучше всего проигрывается именно в жизни личной.
Хотя я точно так же, если мы переложим, для кого-то из вас это ваше творчество, это ваша работа. Это какой-то ваш проект, и может быть много проектов. Часть проектов, я говорила, у вас может быть уже больше прояснено или дополнено какими-то информационными новостями, нюансами, и это потребует от вас так перестройки определенной, как минимум внутренней. Но это может быть еще и ситуация, которая будет связана, что это вот все же, если мы говорим о статусе, вы можете оказаться или для вас, как открываются врата возможностей, может быть, нового коллектива, или находиться в новой местности. Может быть, это для кого-то даже переехать куда-то. И я не говорю, что вы это осуществите до конца апреля. Но возможности, вот когда вы о чем-то думали, вы предполагали, а вот сейчас как будто происходит преломление реальности. И правда, у нас планетарно с вами период такой, когда словно прошлое встречается с будущим. Невидимый мост, вот этот небесный, между делами прошлыми, ситуациями прошлого и то, что когда-то, может быть, мы мечтали, а здесь есть возможность осуществить. Но не все так понятно пока, потому что по Луне вот эти сумерки или еще какая-то темнота, она все-таки может продолжаться. Поэтому, может быть, вы свое благополучие будете кто-то из вас отстраивать даже в тех ситуациях или в сложных каких-то условиях. Я этого тоже не исключаю. Когда вот именно один на один вам придется, ну, может быть, и преодолевать некоторые сложности. Но тогда вы будете видеть, что ваша энергия, она не уменьшается, она как будто нарастает. Увеличивается ваша сила, мои дорогие. И это само по себе здорово. Следующая карта. Что будет продолжаться? Четверка мечей. Для кого-то из вас необходимость отдыха, приведение мыслей в порядок. Я должна сказать, что апрель и последующие месяцы – это когда не нужно работать много. Тут не важно количество, а когда вы количество будете переводить в качество. Кто-то будет наводить порядок дома, кстати, да. И где-то планетарно для вас прекрасный период именно дома. Сделать жилье более комфортным. Или, может быть, вообще, в принципе, по жилью какие-то прояснения, может быть, у кого-то даже именно связаны с законом, да, что-то у вас тут решается, ваш именно адрес. Или когда еще какая-то конфигурация складывается, пусть через людей. Но вот тут быстро, явно две карты нам говорят, спешка не нужна. Здесь нужно добыть, может быть, дополнительную информацию, но это вы, вот как я говорила, лаборатория, да, это не есть зал ожидания, но какая-то, может быть, кратковременная пауза или желание отдыха, оно у вас определенно будет. Карта совет. Но вот смотрите, всегда ведь эта карта говорит о том, что прежде мы пережили какие-то сомнения. Может быть, это израненное сердце, это как в каком-то человеке, всегда с людьми это больше связано. Мы полностью разочаровались. Но на сегодняшний день это карта здорового равнодушия, когда вы прошли какой-то опыт. И вот теперь, может быть, прежний опыт, ну оно и символично, правда, 7 лет в вашем знаке Уран, мы говорили с вами. Но вот теперь вам нужно опереться, это как карта совет, на свой предыдущий опыт, не расслабиться. Может быть, карта говорит, где-то рядом у нас четверка мечей, что тебе, телец, нельзя действовать как прежде. Тут, скорее всего, если действовать как прежде, значит попасть либо в кабалу, либо в какую-то историю, которая потом, ну, не имеет доброго решения. Что это означает? Королева жезлов. Вам придется правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Финансы придется пересмотреть. Для кого-то из вас придется изменить направление как будто. Карта доброй трансформации. Это у вас может происходить просто потому, что, возможно, кому-то из вас это как планирование поездки или переезда. Для кого-то планирование смены работы, смены сферы деятельности. Для кого-то это может совпасть с новостями, которые будут касаться именно от людей исходившими. И вам придется неизбежно вот именно действовать, что-то, как уточняющую информацию находить. Но будьте готовы к тому, эта карта как раз и говорит о переменах. Но когда мы все-таки вынуждены что-то оставить для того, чтобы идти вперед.
вот так вот налегке. Человек не оглядывается. Может быть, туда в этих кубках еще что-то и осталось. Но эта карта как совет. Вот теперь идти вперед. И быть готовым к неожиданностям, мои дорогие. Хочу уточнить по 4 мечей, если мы спросили, что же будет продолжаться в жизни Тельца. Посмотрите, 2 карты рыцарей. Рыцарь – это всегда активность. Рыцарь Пентаклей – это самый медленный рыцарь. И это поэтому может быть, знаете, как олицетворение отношений, которые быстро не развиваются. У кого-то так. Или пусть это проект по работе. Пусть это проект не вас только самих, а еще взаимодействие с каким-то человеком. И здесь вы не будете торопиться. Вы будете, это точно, за кем-то наблюдать. Я больше вижу так. Это вы наблюдаете, как может быть конкретная персона. Не просто на словах что-то, а в реальной жизни будет готова для вас осуществить или будет делать. Не кормить завтраками, вот это, наверное, основное значение, а именно участвовать в вашей жизни или строить совместные планы. Когда вас не просто пытаются вовлечь во что-то или заинтересовать, а вас интересует четкое сотрудничество, которое приносит реальные результаты. Это карта марафонского забега, поэтому вы будете продолжать только то, что надежно, что вы можете осязать, а не какие-то там эфемерные расплывчатые обещания. Или когда вам могут говорить красивые слова, или что-то такое, пусть даже приятное, да, что нас вдохновляет. Вы будете постоянно поворачиваться к той реальности, которую вы уже проходили в течение 7 лет. И в целом вы готовы уже к каким-то неожиданностям. Вам, может быть, даже самим будет хотеться быстрее, чтобы в моей жизни наступили эти перемены. И, в принципе, вот эта готовность к тому, что даже если внезапно что-то меняется, вы за предыдущие 7 лет стали очень сильны. И вот теперь вы эту силу, может быть, прежде, если бы не было этого урана в Тельцах, в Тельце точнее, вы бы, ну, где-то соскользнули, как раньше, может быть, 10 лет тому назад на какие-то обещания. А здесь Телец верит своим глазам, верит своему опыту. И поэтому это вы через призму, как рентгеновскими лучами, будете рассматривать любой проект, любую новость, которая даже, может быть, переворачивает словно вашу жизнь. Но в таком КПД, которое могу ли я это попробовать, будет ли это мне полезно. И если вам это будет полезно, будьте готовы, что вы можете согласиться на то, на что прежде бы сказали «нет». Вот и такие метаморфозы, мои дорогие. Правда, лаборатория жизни. Вы сами и экзаменатор, и сами исследователь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.